Приветствую вас на канале Раисы Гринченко, дача, сад, огород, цветы. Тема сегодняшнего нашего видео – вторая подкормка томатов. Ну а первая у нас была из аптечки в апреле месяце. Об этом у нас есть видео, я ей сделаю сносочку. Ну вот сейчас томаты уже, видите, в каком состоянии они растут. У меня все высокорослые, есть и низкорослые, одинаковую вторую подкормочку делаю. Что я делаю? Значит, вот готовлю сейчас вот такой раствор. Хочу, чтобы я его прочитаю. Значит, здесь будет 1 грамм борной кислоты. Прошу не увеличивать дозы. Значит, это одна неполная кофейная ложечка. Покажу. 100 миллилитров горячей воды. Тоже покажу. У меня вода горячая подготовлена. Марганцовка 10 кристалликов. Молоко пол-литра. Не больше, не меньше. И мочевины 1 чайная ложечка. Плюс 9 литров воды. Вот смотрите, у меня здесь 9 литров воды уже заготовлено. Здесь хорошо видно. Ведро, вода температуры воздуха. Здесь у меня горячая вода. Почему горячая? Потому что борная кислота в холодной воде не растворяется. Вот она у меня, кофейная ложечка. Вот я ее берегу, не теряю. Вот она, борная кислота. И вот борной кислоты нужно взять вот ровно, не верхом. Это у нас будет следующая подкормочка. Вот запомните, это первая подкормочка. Вот так ровненько. Это 1 грамм у нас борной кислоты. Что я делаю дальше? Я беру баночку с горячей водой. Ну, здесь сколько миллилитров воды? 100 миллилитров где-то есть воды. И хорошенько ее растворяю. Итак, здесь уже растворилось у нас все. Следующий этап. Вот прямо здесь, в этой баночке, почти что все растворилось. Очень важно, вот, чтобы оно все растворилось. Потому что если не растворится, мы не получим нужного эффекта. Растворяем. Все, растворилось. Теперь важный момент. Следующий компонент у нас марганцовка. Вот она здесь у меня. Далее я сейчас работаю только чайными ложечками. Так вот, где-то здесь где-то 10 кристалликов, даже больше. Ну вот, на конец чайной ложечки беру марганцовки и добавляю в эту баночку, в которой у нас уже горячая водичка растворилась, борная кислота. Именно в такой последовательности. Вот такой цвет получается. Это у нас вторая подкормка. И первая подкормка вот борной кислотой. Значит, всего-навсего у меня за сезон идет 3 подкормки, в составе которых есть борная кислота. Это где-то получается раз в месяц. Вот в мае месяце, затем будет в июне, но там будут совсем другие пропорции. Итак, растворилась у нас. Вот она, вот темноватая такая. Вот видно, такой цвет. Затем добавляем молоко. У нас всего пол-литра, но оно все не вместится, поэтому я вот где-то так вот добавляю. Потом я в ведро добавлю. И перемешиваю. Вот он уже у нас такой цвет получается. Молоко не белое, а такое кофе с молоком, где больше молока. Перемешала. До минуты где-то, 30 секунд, минутку. Перемешиваю. Очень хорошо получается. И сейчас важный момент. Тоже кофейную ложечку. Вот это мочевина у меня есть. Это подкормочка. Надо сухую ложечку, но у меня в данный момент только такая. Значит, неполную. Вот она у меня ложечка. Снова же чайная ложечка. Все пропорции в первой подкормке именно маленькие пропорции. Они где-то половина тех пропорций, которые будут идти в следующих. Вот это очень важно запомнить. Итак, перемешиваю. Вот уже не слышно, что. Так, не слышно, кристаллики растворились полностью. И теперь вот ведро я заливаю сюда молочко. И у меня осталось от пол-литра еще вот столько же молока. Я сюда же добавляю. Вот. Вот этот раствор только вечером, когда уже солнце садится, опрыскиваю листики сверху и снизу. Вот у меня обязательно идет опрыскивание снизу и сверху полностью. Цветочки, стебли. Все вот это вот этим раствором. Что это за раствор? Зачем? Я не просто так делаю, а испытываю и разбираюсь досконально, зачем мне это надо и что это дает растению. Вот посмотрите, борная кислота, из чего она состоит. Формула H3, бор О3. То есть у нас водород, бор, кислород.
Что это за такой элемент? Что это за формула? Она как раз эта формула ортоборная кислота проявляет слабые кислотные свойства. Это сильнейший антисептик и инсектицид, неорганический инсектицид. Что делает борная кислота? Стимулирует рост корневой системы, побегов, листьев, цветов и завязывание плодов. Вот внизу, когда холодно было, у меня первая кисть очень плохо завязывалась. Вот я поэтому 22 мая провела вот такую обработочку. Зависть хорошо идет, помидорчики везде видны уже, нормально работает. Следующий компонент, марганцовка, вторая была. Что это? Это у нас калий, это марганец, снова кислород. Кислород здесь 4, здесь 3 единицы. Видите, какая классная. То есть кислород идет у нас, насыщение кислородом растений. Это у нас марганцовка, перманганат калия. Это сильный окислитель. Тоже антисептическое средство. При соприкосновении с органическими веществами выделяет атомарный кислород. Это шикарная штука, как раз как подкормка. Ну что это делает у нас марганец? В первую очередь подкормка. Далее баланс вот при погодных стрессовых ситуациях очень хорошо регулирует у нас то холодно, то жарко. И вот растение как раз спокойно переносит вот эти перепады. Ну, естественно, раз это инсектицид, то это защита от болезней и вредителей. Ну, практически раз в месяц приходится биопрепаратом против вредителей обрабатывать. Ну и важный элемент, почему добавляю сюда молоко. Можно было бы просто борную кислоту, отдельно марганец. Что дает молоко? Ну, в первую очередь, это как уже средство, которое оставляет, это тестолип, прилипатель, вот это прилипатель. Ну и важно здесь макро- и микроэлементы. Макроэлементы, здесь кальций, тот, который очень сложно у нас попадает к растениям, вот это перепады, сейчас жара сильная, вот это в молоке есть как раз. И он доступный, он легко усваивается растениями. Магний, натрий, фосфор, калий, хлор, сера, соли, фосфаты, есть цитраты и хлориды. Ну а кальций, видите, он даже легко усваиваемая форма, и она сбалансирована с фосфором. Это очень важные части, элементы питания, которые позволяют развивать корневую систему и, естественно, все остальные части растения. Ну и микроэлементы, медь, железо, марганец тот же есть, который мы тоже марганцовку использовали, увеличивается его немножечко, йод, кобальт, молибден, фтор, алюминий, селен, олово, хром, свинец и другие микроэлементы, а также в молоке вот эти все микроэлементы связаны с оболочками жировых шариков, тоже дополнительно железо и медь, связаны с казеином и сывороточными белками. Здесь же витамины С, В, Е. И это все вместе, как раз соединяясь с борной кислотой, то есть с элементами как раз борной кислоты и марганцовки, и молоко обладает бактериоцидными свойствами, все вместе. И это прекрасный фунгицид, природный фунгицид, который помогает нам как раз справиться с плюс обязательно против болезней, частично это инсектицид против вредителей, вредителей нету, и, естественно, сильнейшая, прекрасная подкормка, но помните, пожалуйста, что именно вот эти пропорции. Еще раз напоминаю, не полная кофейная ложечка, не полная кофейная ложечка борной кислоты растворяем в воде, затем добавляем марганцовочки на кончики ложечки, затем добавляем молоко и мочевина. Все это размешиваем и в вечернее время опрыскиваем с ног до головы. Итак, у нас была очень важная тема. Первая подкормка томатов борной кислотой в первую очередь, ну и другими очень важными микро-макроэлементами, очень важными для вот этого периода, когда начинает свой рост и образование плодов томаты. Но тем более, что сейчас стрессовые постоянно погодные условия. Это балансирует и выравнивает вот все-все в растениях внутри, в клеточке растений томатов. Вы были на канале Раиса Греченко, Дача, Сад, Огород, Цветы. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, лайкайте. Нам очень важно ваше мнение. Ну а я прощаюсь с вами. Всего доброго. До новых встреч в новых видео.